Ребята, всем привет! Сегодня мы идем с вами общаться с соотечественниками, которые открыли успешный бизнес в Аргентине. И рассмотрим мы сферу общественного питания. Мы идем в 3 разных места. Первое – это ресторан Второе – это русский бар. И третье – поговорим с основателем кофейни. Пойдемте! Сначала мы отправляемся в ресторан Fusion, чтобы познакомиться с нашими первыми гостями – Ксенией и Константином. Они покажут нам ресторан изнутри, расскажут о всех тонкостях ведения бизнеса в Аргентине. Их кухня – это уникальное сочетание вкусов и традиций, объединяющие элементы русской и аргентинской гастрономии. Вопрос беспокоит всех россиян, которые приезжают и видят часы работы, например, с 8 до 12, с 9 до часу ночи. Нам кажется, во-первых, почему так поздно скрываются, и, во-вторых, вообще это прибыльно, это не прибыльно. Всего 4 часа в день работы, еще, скорее всего, по воскресеньям там не работают или по понедельникам. Мы считали аргентинские часы работы. Как вы к этому пришли и почему? Это не просто так, все из предыдущего вопроса, из-за персонала. Тут аренда – это не главная составляющая бюджета. Тоже важно, сейчас она выросла. Раньше совсем не так было. Но набрать вторую команду персонала, все работают с одной командой, потому что не так легко найти людей, которые пунктуальные и работоспособные. Ты нашел одну команду, и ты этой командой работаешь. Мы сейчас думаем добавлять раньше, чтобы было интереснее просто по часам работы. Это было для русских тоже, может быть, возможно, потому что для русских все привыкли есть раньше, а у нас мы открываемся в 8, и то в 8 часов приходят русские, и в 8:30, в 9 приходят аргентинцы. То есть мы открылись в 8, и вот пару столов, там 3-4 стола, и остальные приходят позже. Аргентинцы очень жестко привязаны ко времени, никуда ходят. То есть в кофейне это будешь полная кофейня в обед, даже она будет полная до 6, после будет перерыв. Если ты откроешь ресторан раньше, все равно никого не будет. То есть они привыкли, такой у них уклад жизни. Вечерний ресторан на ужин, они все равно придут. Дальше ты будешь открыт в 6, они не придут. Придут в 8:30, в 9, а работаем мы в основном на аргентинцев. И, может быть, туристический сезон, можно будет подвинуть часы выше, но пока зима, только с 8 до 12 очень комфортно. То есть это, получается, вы адаптировали бизнес именно под местную культуру? Да. Конечно, мы в первую очередь ориентируемся на аргентинцев. Это наш основной клиент. У нас 90% аргентинцев. И перед открытием, перед тем, точнее, как снимать помещение, я ходила по Палермо, который главный гастрономический район. И да, есть рестораны, которые открываются в 6, но они практически пустые, потому что аргентинцам идти есть в 6, это для них что-то странное, необычное. Да, то есть у них все поздно. У них такая культура. Они ходят есть поздно, у них супер поздние вечеринки, в клуб они едут к 2-3 часам ночи, есть дни рождения, которые начинаются в такое время. Это самое интересное, что это не только взрослые, да, люди, это и подростки. То есть их родители отпускают, допустим, там, не знаю, 13-летний ребенок, что вечеринка началась в 10 вечера, это ок. И для нас это, конечно, странно. Ну, просто они же все, многие в Буэнос-Айресе, предки итальянцев, испанцев, там тоже вполне себе с детьми ходить в ночное заведение с маленькими грудными, они ложат. У нас здесь было закрытое мероприятие, было день рождения одного нашего клиента постоянного. Ему исполнилось 50 лет. Они начинали в 10, закончили 70 человек, аргентинцев. До года, наверное, Да. они были с ними до 3 часов ночи, да. Обалдеть. Вот это точно суперсильное культурное отличие. Да. У нас пенсионеры, тебе 50 лет, ладно, еще не пенсионер. В целом, тут много ресторанов ходят людей в возрасте. Для ресторанов важно не только молодежь. В России это основной клиент ресторанов, наверное, это 25, может, 28, 40, 45. Здесь нет, здесь гораздо позже. Молодежь тоже ходит, но тут много ходит и пожилых людей. Это супер. Другая Здесь культура. дома. Мы, когда вышли с статьей в Кларин, не было на съем. Кларин — это больше для возрастной публики. У нас прям здесь был в эти выходные, прям не было вообще молодежи, был такой ресторан для взрослых. Я, кстати, это статья, которая выходила. Кажется, я читала ее, когда смотрела ваш Инстаграм. У вас очень красивый Инстаграм, такой эстетичный. У вас высокая кухня. Как вы пришли к концепту высокой кухни? Вообще, что это такое, простыми словами, для людей, которые к этому никак не причастны? Концепт у нас вообще хатаганди — это слово, которое придумали мы, и есть популярный концепт в дизайне, это Скандинавия и Япония, хапанги. И когда думали над концептом, хотелось что-то такое сделать в интерьере, но также я очень много знал про продукты из Патагонии. Во всем мире это большой бренд, все знают, это отличные креветки, супер интересная рыба. Мы приехали в Буэнос-Айрес, и для вас тоже был сюрприз, нет рыбы. Шок-контент Нет вообще. ничего того, что мы можем купить в России в любом супермаркете. Аргентинские креветки или черную треску, мы покупали ее в России легко. Здесь вообще нет рыбы, хек. Да. И что? Но есть барбичина,
Ну да, Если кто-то да. уезжает в Аргентину, за рыбой варивать чину без проблем. Но есть поставщики. Долго их искать для ресторанов, мы прям сильно постарались. Тоже одна из проблем для ресторанов найти поставщика с стабильным качеством, и чтобы он возил интересные продукты. В общем, хотелось патагонскими продуктами кормить в Буэнос-Айресе. Как ни странно, это было сложно, но вот мы добавили в свой концепт. У нас в Патаганде это патагонские продукты, скандинавский минимализм и азиатские методы приготовления и соуса. Такой микс. Это высокая кухня, сейчас, наверное, никто не говорит, но фьюжн. Здорово, очень интересно. Получается, вы заказываете еду из Патагонии или, например, фрукты, овощи откуда тоже вывозите не в Буэнос-Айресе? Ну, поставщики заказывают. Мы напрямую, просто они закупают там, доставляют для нас, как для мелкого опыта. Они закупают крупно, да. Но у нас много позиций из Патагонии. Прям от рыбы, баранины и, не знаю, креветок до соли и меда. И на мелких креветок максимально стараемся все, что интересно с Патагонии, все использовать. Вот про россиян. Вы сказали, всего 10%, да, среди ваших клиентов? Может быть, 10-15, в зависимости дня недели. Да, сложно, мы не считаем. Есть дни, когда вообще нет Да, русских, вот есть бывает когда... суббота больше русских почему-то. Наверное, в культуре у нас, что по субботам больше ходит русских. И вот что, например, говорят россияне вам лично о вашем заведении по сравнению уже с аргентинским, по сравнению с российским? Вот, что вам самое такое запоминающееся сказали, что Ну, самое часто говорят, что мы попали, открываешь дверь, там Патрик или что-нибудь такое, что это российская история, что они вспоминают, Москву, да, были как в рестораны в Москве, как в Москве. Москве. Это самый частый отзыв, но мы его как комплимент воспринимаем, потому что в Москве уровень ресторанов сумасшедший. когда начинаешь ездить по миру, понимаешь, это когда ты в Москве, ты как бы это Да, это не должен, так ты очень. понимаешь. Да, да. Так что бьюти и рестораны в России Очень всех. дорого, Да. да. Хотела сказать, что кажется, что многие соотечественники, которые живут здесь, еще не нашли хорошие рестораны. И правда, в Буэнос-Айресе все не так просто. Если ты будешь заходить в ресторан с улицы, как бы средняя по больнице не очень хорошо. Но есть много хороших ресторанов, которые попадают в рекомендации Мишлен, в топ-50. То есть если искать, да, то можно найти много очень хороших Есть вещей. Да, но сколько средний стоит. уровень не очень. Многие русские ребята приходят и говорят, что вот мы не можем найти рестораны, потому что, мы прям, для нас было важно, мы же смотрели, с кем мы будем конкурировать, мы обходили много. И, то есть, когда не часто ходят, жалуются, что нет. Есть, просто, ребята, ищите, точно есть. Можете приходить к нам на ужин и спрашивать у нас, мы порекомендуем с удовольствием. Хорошо, супер, спасибо большое. А что вы порекомендовали взять у вас? У нас небольшое меню, буквально 8 позиций энтраты, 8 принципали, закусок и горячих. Поэтому нету такого, что каких-то блюд проходных. Потому что маленькое меню не позволяет тебе, чтобы человек взял что-то, ему не понравилось, он перезаказал. Но самое частое, наверное, которое в Инстаграме у нас встречается, это ломо стила хапанес. Это вырезка в японском стиле. Баклажаны для аргентинцев, это супер интересно, которые хрустящие баклажаны. Наверное, в России в азиатских ресторанах больше, русские люди встречают. Ну и черную треску, если никогда не пробовали, это черное морское золото, когда так. И это красиво видите, но она реально очень вкусная, дорогая рыба, она ловится до 3000 метров глубина, то есть она супер экзотика. Это супер интересно. Если поехать на огненную землю, там в любом ресторане она есть. А в Буэнос-Айресе я знаю только один ресторан, кроме нас, где она еще есть. Это прям интересно. Один раз в жизни точно стоит попробовать. И она в целом не оверпрайс в Аргентине. Можно себе позволить. И, наверное, вот финальное, что спрошу на эту тему. Как вы думаете, что вас принципиально выделяет на фоне вот даже местных хороших заведений, чтобы вы такое себе сказали, себя похвалили бы, что вам реально в себе очень нравится? Я думаю, что сервис — одно из того, чем мы выделяемся, что очень часто отмечают. Мы взяли официантов с опытом работы в хороших заведениях и хорошо их обучали здесь. У нас был тренер, который работала много лет в Европе. В целом они прекрасно знают меню. Все официанты у нас работают с открытия. И это прям то, чем мы Да, гордимся. еще мы хотели, чтобы это обслуживание было не чёбарное аргентинское, но во многих местах все Белая рубашка, галстук, всё. Да, то есть это более, даже не европейское, а более российский подход, что они более спокойно общаются с клиентами на более короткой дистанции, то есть это более расслабленно. Здесь тоже есть такие рестораны, но вот мне комфортнее так всегда, когда официант с тобой разговаривает как обычный человек, а не стоит по стойке смирно, и Да, и на собеседованиях, помимо опыта, мы еще смотрели просто на вайб человека, насколько он близок, насколько он подходит, насколько он сможет сократить эту дистанцию между собой и клиентом, который приходит в ресторан. Да, и в целом, наверное, четко выдержанная концепция супер важна для ресторана. Тут не так много этого. Это тоже отличает, что у нас и интерьер, и еда, и как одеты официанты, как мы себя ведут. Вот общий экспириенс от ужина. Вот это важно. Ты пришел, ты прям погружен, и все на то, чтобы ты получил хорошие эмоции. Не только поел вкусно или тебе было комфортно сидеть, но, в общем, в целом, общий опыт. Очень здорово. Спасибо вам большое. А
сейчас мы в русском баре «Бухарест». Встречаемся с основателями Дмитрием и Михаилом, и они расскажут нам о всех тонкостях ведения бизнеса в Аргентине, о том, как открыть бар, как это сложно, какие детали и вообще всю остальную информацию касательно этого. Ну что, пойдемте внутрь? Сегодня здесь какая-то вечеринка. Здесь часто проходят мероприятия, и сегодня вот такая вот будет мероприятие. Не будем компрометировать людей, которые там. Давай не будем их снимать. А здесь, собственно, находится сам бар. Мы у Святая Святых в баре. Это барная стойка. И сейчас мы узнаем, что мы можем здесь выпить. Здравствуйте. Здравствуйте. Что можно нам порекомендовать? Для начала я хотел бы уточнить, для вас алкогольное, либо безалкогольное? Давайте алкоголь. Крепкое, либо не крепкое? Не очень крепко, да. Я бы предложил вам для начала бокал белого вина сухого, либо же белый вермут сухой, и также наше развинное пиво. А вот если я хочу пиво, то какие варианты есть? И у нас есть несколько вариантов. Это от местных производителей, также от производителей наших соотечественников. Это компания Costa Brew, которая здесь открыла небольшую пивоварню и готовит по тем технологиям, к которым мы привыкли. Супер. Ну, давайте попробуем, который от наших соотечественников. Я бы предложил чешский пилс. Сейчас это замечательно в эту погоду, имеет небольшую горчинку, что, собственно, повлияет для лучшего аппетита. Супер. Давайте. Спасибо большое. Что у вас обычно берут, типа, к пиву? Что у вас можно взять? У нас берут наши фирменные хруст, House Buffalo. Мы их готовим как с соусом барбекю, также с нашим секретным соусом, с самым острым в Аргентине. Я могу прям это смело заявить, потому что сколько здесь находимся, ни разу не встречали такого острого соуса. Мы сами его готовим по нашему секретному Хорошо, не спрашиваем ингредиенты. рецепту, вот. И это является очень острым соусом. Так зарекомендовали, что вообще? Ну, здорово. У них здесь, получается, кальянная зона. И когда я здесь впервые была, здесь было просто все в людях. Здесь играли в мафию. И здесь часто проходят разные мероприятия, как мы уже увидели. То есть здесь очень просторное такое большое место, где можно собрать огромную компанию и провести любое мероприятие. Добро пожаловать! Мы в русском баре «Бухарест». И с нами его основатели Михаил и Дмитрий. Спасибо, что вы нас приняли, выделили нас время. Давайте начнем рассказ, как вы вообще попали в Аргентину и сколько вы уже здесь? В феврале 22 года мы решили покинуть страну. Интересно, почему? Я не знаю, были, видимо, какие-то причины. Из-за того, что там какие-то свои были еще личные дела оставались, все это растянулось до июля. Соответственно, в июле 22-го я приехал в Аргентину с семьей. У меня 2 детей и жена, то есть Вы не по полной. или как? Нет, у меня взрослые дети, они уже учатся в школах в разных. Вот. И приехав сюда, мы начали общаться с русскими, все время с ними какие-то встречи были, ну, интересные достаточно. И потихонечку вот так вот общаясь с людьми, как бы искали чем заняться. Одно время мы там на машинах ездили, встречали русских. В другое время пытались просто что-то придумать. Ну, опять же, знакомясь с людьми, я хотел кальянную сделать. Ну, вот на одной встрече типа по бизнесу договорился с человеком, что мы откроем кальянную. Кальянная плавно переросла в какой-то бар, потому что кальянных тут нету особо. И поиск помещения привел к тому, что это мы приходим в бар с кальянной. Опять же, это очень была долгая эпопея, это заняло у нас, наверное, полгода, просто поиск помещения заняло. И в итоге Михаил нашел помещение вот это, случайно, наверное, да, шел по улице. Вы знакомы как бы... Ну, нет, не с самого начала, да. С самого начала знакомы. Я здесь 22 года, с ноября. Вообще в Аргентину планировали уехать еще до ковида. Очень непопулярные, скажем, такие Да, мнения в ковидное время. у меня сюда переехали друзья, они здесь застали ковид, но и потом у нас как-то все это начало оттягиваться, переноситься. Вот. И в 22 году, в ноябре, собственно, сначала прилетел я сюда, и спустя год приехала моя супруга. Вот, потому что нужно было закончить определенные дела, доделать документы и так далее. Вот. Первоначально, чем я здесь занимался, я решил попробовать делать коктейли, делать доставку на дом. Первоначально, да, это было интересно, но как только начал увеличиваться оборот, это стало все очень сложно. И плюс погодные условия, да, которые в декабре, там плюс 40 градусов. Коктейль это что-то алкогольный или... Алкогольные. Дело в том, что я в ресторанном бизнесе более 12 лет. То есть вы в этом как бы, Да. собственно, спорт включали? Начинал, как обычно, с самых низов, официантов, и дошел до того, что там был соучредителем, был человеком, который создает бренды, который
делают ребрендинги. Я немного не знаю ваш бэкграунд. Из каких городов российских? Я из Ростова-на-Дону, то есть это юг страны. У меня долгий мой путь жизненный – это город Луганск, потом Ростовская область, потом Москва. Ну, основной весь опыт – это, собственно, город Москва. То есть, получается, 2 года вы здесь, и за эти 2 года, через год вы открыли бар. Мгм. Ну, получается так. Оперативненько. А вот какими трудностями основными вы столкнулись? Потому что в Аргентине все-таки основной язык испанский. Как у вас с этим дела? Или какие-то бюрократические, возможно, трудности? Что конкретно было для вас таким прям челленджем? Мне кажется, на это нужно прям снимать отдельный выпуск, потому что здесь, ну, то, к чему мы привыкли, как взаимодействовать с определенными органами, да даже вплоть до того, что как искать помещение и договариваться о встрече, договариваться о какой-то сделке, о съеме непосредственно помещения, это очень сильно отличается от того, что мы привыкли. Потому что здесь могут сказать, да, приходи, все, и в итоге никто не придет на показ помещения. Необязательность, да, такая? Ну, скорее всего, они не могут отказать, и как бы вот этот «да», но нет. Типа не подтверждает дату, Да. и время. Ну, то есть они не отказывают никогда впрямую, то есть, ну, сразу говорят, нет, нам это неинтересно. Да, они говорят, давай, да, потом, и вот в итоге просто теряются, не отвечают ни на звонки, ни на что. Это, скорее всего, такое более, ну, как в Испании тоже так же делают, что здесь, наверное, типа мы никогда не отказываем, мы и не выполняем то, что... Да. Вот эта трудность. Какие еще возникли? Изначально был вот партнер, который здесь прожил долгое время, и он достаточно хорошо, естественно, говорил по-испански, имел опыт в открытии бизнесов, поэтому какую-то часть пути мы быстро прошли. То есть с бюрократической вот этой всей волокитой он нам помог хорошо. И сейчас он уже как бы дизайн, да? Да, то есть он занимается другими проектами, соответственно, он нам передал это детище, скажем так, нам. А вы сейчас говорите на испанском? На пальцах. На пальцах. Ну, как-то за 2 года Что-то знаем, что-то что-то... знаем, да, и там базовые какие-то объяснения с персоналом, с партнерами, которые приходят, поставщики. Мы уже, как бы можем объяснить, поругаться, благодарить. Часто приходится ругаться с аргентинцами. Мы не ругаемся, потому что, Бесполезно. скажем так, аргентинцы, они другие. Я сам себе это говорю, пытаюсь всегда с этим смириться. Конечно, поначалу тяжело, потому что на самом деле у нас менталитет с аргентинцами очень разный. Но, как бы, у нас смысл ругаться с ним. А у вас, получается, персонал в основном русскоговорящие ребята, россияне или... 50 на 50. Ага, то есть половина у вас аргентинцы местные. Ну, И как они между собой внутри коллектива, есть ли какие-то распри или что-то такое? такого нету, просто они так же шутят, эти на испанском, эти на русском, и вроде когда иногда друг друга даже понимают. И обычно аргентинцы быстро схватывают русские слова, и потом уже их используют, из серии «muy красиво», вот говорят. А что насчет клиентуры? Вот я знаю, что очень много именно русских ребят и украинцев подходит постоянно, но я вот среди местных, я, может, немного общаюсь, но не слышала, как сами оцениваете. Ну, первоначально, когда мы открывались, у нас, наверное, было соотношение 95 на 5. 95 – это было русскоговорящее сообщество. И 5 случайно зашедших аргентинцев. Да, потому что была идея именно бара, да, где будут собираться такое место встречи, место притяжения. То есть, я правильно понимаю, концепция именно такого российского заведения, где можно встретиться. Русскоговорящего. То есть это концепт. Даже это случайно так выбралось. Вы не планировали так получается? Да, так получилось. Если первоначально это было такое процентное соотношение, то сейчас у нас все же больше аргентинцев. Серьезно? 70% это аргентинцы. А как они приходят? То есть они как-то видят вас в соцсетях или... Да, скорее всего, да. Рекламу даем, то есть соцсети. Плюс сарафанное радио достаточно у них хорошо работает, потому что их очень сложно переманить из другого места. Я заметила. Да, то есть 2 бара рядом, да. Такая тема, что может вообще неприглядное место быть какое-то, Да. но они доходят. Ходят, да. 2 бара рядом, один пустой, один полный, и их очень сложно перетащить. Ходит такое мнение и такая теория есть, то что, собственно, оно даже, скорее всего, так и есть. Здесь, в Аргентине, среди аргентинцев все очень завязано на личных каких-то отношениях. То есть, там, друг его открыл бар, все, они будут ходить, поддерживать друга, да. Здесь даже история с тем, что когда перепродают машины, в основном эта машина продается кому-то из родственников. Потому что они знают, это же машина моего родственника, мне проще у него купить.
Здесь все это очень, все завязано на знакомствах. На знакомствах, на родстве каком-то. Вот. И поэтому здесь также отражается и, собственно, в этом бизнесе. Аргентинцы, да, они любят новое, безусловно. Но они придут, такие, да, классно, замечательно, круто. Вот вам 5 звезд на Google картах, молодцы, так держать. Но мы пошли к своему выбору. Ну, я посмотрела на Google картах, например, у вас очень хорошие отзывы. Типа, ну, прям Их достаточно мало еще. Ну, хотя, с другой стороны, да, за год, да. отзывы, и в основном они все положительные. Ну, Вы их просите, ну, иногда просим, когда, если я говорю, понравилось, оставьте, пожалуйста, отзыв. Если не понравилось, лучше не оставляйте. скажите, вот какое вот преимущество, когда, например, аргентинцы к вам приходят, что они замечают, что они подмечают такого вот необычного? Ну, не за кухней в основном. Если вот что-то приходят пока что, Можно поесть. ну, из русской кухни они пробуют, ну, обычно там хинкали или там пельмени-вареники. Это им просто, ну, у многих аргентинцев есть корни русские, то есть или украинские. Соответственно, у меня, говорит, бабушка украинка, я хочу попробовать там вареники. Приходят и пробуют. Если ему нравится, они потом, да, вот у нас на хинкале есть постоянные аргентинцы, которые приходят и едят хинкали. Потому что им нравится. Да, ну бразильцы, у них есть похожее блюдо. А у вас только русская кухня, то есть, да? Не-не-не, у нас это усредненная европейская кухня. Но и русская есть. Да, просто все просят, дайте борща, дайте борща. Ну окей, там, сделали борщ, вроде всем зашло. Но не постоянно. То есть обычное барное меню, то есть фастфуд, фингерфуд. Ну, дневное меню сейчас ввели, оно чисто европейское. Здесь очень популярно в Аргентине работать, например, 4 часа в заведениях, которые открываются посменно. Но вы не такой вариант выбрали, правильно? Ну, с 10 до часу ночи. Как вот у вас получается отвечать? Потому что мы поговорили с предыдущим гостем, мне сказали, очень трудно собрать команду, которая готова работать вот столько-то много. Это в 2 смены, конечно. У вас эти проблемы нет. У вас получилось уговорить аргентинцев работать. Даже не так. У нас пока нам удалось себя уговорить работать с утра до вечера, да, а вечером приходит отдельная смена уже, где мы можем чуть-чуть расслабиться. Потому что мы сейчас эту кухню мы спустили сравнительно недавно. Ну, 3 недели, наверное. Недели. И чтобы понять вообще, что продается, как продается, ну, всю понять математику, стоит ли выводить персонал как-то дополнительно, нанимать кого-то, не нанимать. Мы, естественно, должны сначала сами понять, как это все работает, и потом уже в следующей неделе, да, мы там планируем уже выводить дополнительный персонал. Вот, и это, собственно, требует дополнительного персонала. У вас был опыт 12 лет, а у вас был какой-то? Нет, у меня не было. Я абсолютно другой сферой занимался, то есть сисадмин. Ну ладно, более у вас есть опыт. Чисто вот для тех ребят, кто, не знаю, сейчас в России, может быть, думает там уезжать. У них есть тоже опыт там в ресторанном бизнесе. И по прибыльности, вот скажите, что интереснее? Где-то в Москве открывать подобное заведение? Или вот здесь это тоже интересно с точки зрения финансов? Смотрите, я могу привести такой пример. Рубль равнялся бы одному песо, то это было бы плюс-минус одинаково. Но опять же, это если взять уровень жизни здесь, Да, это сложно так, рубль, песо. вот, просто Ну, скажем так, очень много зависит от локации. То есть где-то это может быстро отбиться и взлететь, где-то надо это место долго привлекать аудиторию, чтобы она приходила. Поэтому, как и везде, то есть где-то это может отбиться за год, либо ждешь там 5 лет и в итоге... Ладно, у меня есть скромный вопрос. Как в вашем случае до сих пор вы на пути, чтобы отбить это все, или у вас уже эта цель уже закрыта? нет, эта цель еще не закрыта. Большие вложения, да, надо будет? Прилично, да. У нас большие планы, которые надо реализовать и которые тоже стоят каких-то средств. Мы стараемся всю прибыль, которая образовывается, дальше перевкладывать. Надо дальше улучшать, надо что-то делать новое, как-то подстраиваться, потому что очень редко бывает такое, чтобы открыть проект, и он 100% выстрелил. Вот еще для ресторанного бизнеса это мало. Очень мало, да. Это очень мало. Потому что мы открылись очень быстро. С момента, когда мы взяли помещение и открылось, прошло 3 недели. А так ресторан не открывается. Сделали косметический ремонт и начали там ставить кухню. Это очень быстро. Так нельзя. То есть мы даже не придумали, чем мы тут будем заниматься. Но уже открылись. То есть сделали плюс-минус какую-то концепцию, но такие, да, мы откроемся и дальше начнем доделать. Да, это так не работает. Нужно все делать, допилить, понять вообще, как мы двигаемся, и потом уже, потому что меню еще после открытия мы дорабатывали где-то Долго. полгода, чтобы добиться какой-то стабильности. Плюс, естественно, начинается привычка персонала, потому что кому-то это тяжело, кому-то это неудобно, кто-то нашел другую работу удаленно, и, естественно, тяжело. Это большой путь, и очень тяжело в другой стране и так далее. Но все равно у вас бар, все-таки у вас здесь часто происходят всякие интересные мероприятия. Какие-то у вас были, не знаю, курьезные ситуации, случаи, когда вы что-то забавное, что-то рассказать? У нас было одно мероприятие из ЛГБТ-сообщества. Местные, Нет, так русскоговорящие и местные, они как-то сколлаборировались, проводили здесь мероприятие, драг-шоу. Ну
и среди гостей были натуралы, которые просто случайно это увидели. Они это увидели, такие раздвинули рты и говорят, ну, типа, ничего себе, они исполняют, и мы как бы зауважали их, знаешь, типа, прожженные натуралы. И мы стали уважать, короче, что такое исполнять не каждый может. Лестница здесь наш шпагат. Да, это отдельно тем, что в Аргентине как бы совсем в этом плане другая культура, такая толерантность, открытость. Ну, как вы сами к этому относитесь? Максимально положить. Все равно. Всем welcome. Да, абсолютно. Есть ли у вас такое, о чем вы сами хотели рассказать? Что-нибудь интересное? Как вам кажется полезное для тех, кто приедет? Пока что не приезжайте. Серьезно? Сейчас стало очень сильно тяжелее из-за инфляции непонятной. То есть это даже вроде как и доллар не растет, но цены растут. Как часто вам приходится менять цены? Сейчас это реже. Реже, да. Раньше каждую неделю было. Каждую неделю я мониторил все цены, и примерно процент я вкладывал в цене. Естественно, это индексация зарплат. Да. Опять же, индексируем зарплаты по официальному курсу. Ну, нам дают профсоюзы данные, говорят, вот зарплата у этого сотрудника должна быть такая-то. Ну, соответственно, не можем меньше платить. Типа сложно планировать, когда тебе непонятно, сколько поднимется зарплата. Сложно. Потому что местные, как бы, ладно, они видят, цена растет, ну ладно. А русские такие, ну, ничего себе, у вас подорожало. Да, это Ну. точно. Там 1,5 года назад цены были, но объективно намного ниже. Прям было очень приятно ходить в заведение. Да. Не можем, ну, у нас большая команда, плюс аренда и прочее, у нас большие расходы, которые мы не можем сделать, там, коктейль за 1000 песо. Россияне, которые открыли ресторан, они сказали, что они как бы позитивно настроены насчет этой политики, потому что они вот заметили уже этот испытательный срок для работников. Да, это большие плюсы, да. Буквально недавно, да, внесли изменения с 3 месяцев до 8 испытательный срок. Как раз, мне кажется, за это время, за 8 месяцев, можно понять, какой у тебя сотрудник. Из минусов то, что произошел рост коммунальных услуг. Если раньше там заходил в банк и даже особо не смотрел сразу на сумму, просто нажимал оплачивать, то сейчас я открываю такое. Да. Надо будет Подумать, платить сейчас или платить потом. Как вы сказали, вот, с точки зрения вашего опыта, допустим, приезжает кто-нибудь с России, хочется открыть свое дело. У нас здесь всегда благоприятно, потому что вход в бизнес здесь условия и порог входа в бизнес намного проще, намного меньше, чем в России. Потому что стоимость коммерческой недвижимости здесь примерно сейчас, как и жилой недвижимости, здесь нет таких требований к бизнесу, как в России. Типа вот эти для общепита всякие лицензии. Они лояльно к тебе относятся. Какие-то есть недочеты. Они говорят, исправьте, мы придем там послезавтра, через месяц. Они, может, к этому придут еще. Аргентинцы много пьют? Да, бывает. Больше, чем россияне? Нет. Есть разные. Но все-таки владельцы бара вам лучше знают, что они пьют. Ну, из крепкого. Они, кстати, водку пьют, как и русские. прям- Ну, это редко, да. Фернет в основном используют. Если сейчас вдруг, я не знаю, все закроют, границы, не знаю, Аргентину и так далее, допустим, никто из русских больше не будет приезжать, а как вы думаете, ваша жизнь сильно пострадает? Сейчас, думаю, нет. Если бы это произошло буквально в начале месяца, через 2, через 3 после открытия, то тогда бы да. У вас все-таки русский бар. Как вы думаете, вот такая отдушина, то есть вы приезжаете, и вроде как иммигрируем, все убегаем от России в какой-то степени, но все равно приезжаем в другую страну, прям русский бар. Как вы это себе объясняете? Для себя я объясняю, это плавная интеграция в Аргентину. То есть мы что-то берем у аргентинцев, их культуру, их привычки какие-то, и что-то мы даем взамен. Это такой, скажем, обмен. Это плавная интеграция в Аргентину, чтобы у нас не было такого культурного шока. Кстати, да. Это помогает от депрессии и паник, потому что ты, когда чем-то занят, работаешь, нет времени скучать, ностальгировать или еще что-то. Когда я захожу к вам, я всегда слышу русскую речь. Получается, это такой момент, что у вас есть такое чувство, что вы как будто даже никуда не уезжали. Люди, как бы, которые вот приходят русские, такие, говорят, тут по-русски говорят, можно заказать еду официанта на русском. И аргентинцам также интересна наша культура, потому что некоторые аргентинцы, которые что-то как-то пытаются говорить на русском языке. У нас был один гость, который приходил. По мне он хорошо разговаривал на русском языке. Спросили, откуда он учил. Говорит, я учил язык благодаря Ютубу. Все началось с того, что в школе дали прочитать книгу русского автора на испанском. Мне стало интересно прочитать это в оригинале. Обалдеть. Я тоже заметила, что аргентинцы, многие из них знают что-нибудь, либо исторические факты какие-то России, либо слова некоторые. Всегда удивляются. Спасибо большое. Очень интересно, так много тонкостей рассказали. Я надеюсь и верю в то, что у вас все будет расти, и больше людей будет приходить. Надеюсь, кто-нибудь из наших зрителей придет к вам. Мы пришли в еще одно очень популярное место, которое открыли наши соотечественники. Называется Birdie Birds Specialty Cafe, где мы сможем отведать поистине оригинальный кофе и познакомиться с владельцем. Пойдемте.
Что вы нам порекомендуете? Что у вас тут самое интересное? Среди русских напитков у нас очень популярны раф и бамбл. Супер, это то, что надо. Поэтому давайте нам и то, и другое. Нам нужно не сильно сладкое, но вкусно. В 2 раза меньше. Да. Реально очень вкусно и необычно. Прогуливаясь по Палермо, мы наткнулись на кофейню. Показалось очень красивое, приятное место. Оказалось, это было все не просто так, потому что наш соотечественник открыл это место, эту кофейню, и вот он перед нами, Игорь. Спасибо, что выделили нам время, что пришли рассказать о своей истории. Вы можете поделиться о том, как вы попали в Аргентину, какими судьбами, как говорится, и каково это? Прилетел я 9 декабря 2022 года. Летел, причем прямо во время игры четвертьфинала чемпионата мира по футболу. И когда были какие-то объявления в самолете, все кричали, возмущались, потому что прерывали матч. Да. Соответственно, год и 10 месяцев практически сейчас. Почему Аргентина? Есть у меня такой питч. Я родом из Самары, я наполовину еврей. В Самаре меня никогда не воспринимали за русского. Когда я в 2018 году получил гражданство Израиля, меня первым делом спросили прямо в аэропорту Бен-Гуриона, а какую национальность тебе написать в паспорте? Я сказал, я себя считаю евреем. Они сказали, нет, ты не еврей. Я такой, не очень себя ощущаю русским. Они такие, окей, напишем прочерк. И получается, что в России я не могу быть русским, в Израиле я не могу быть евреем. Тогда я подумал, что есть такие страны, в которых нету никакого этноса базового. Америка, Австралия, Аргентина. И я подумал, может быть, я могу стать аргентинцем. Есть еще такая фраза в переводе с испанского, примерно, аргентинцы родятся там, где захотят. Типа любой человек, где бы он ни родился, может решить, что он аргентинец. У них, во-первых, такое легкое отношение к мигрантам в целом, что я нигде такое в мире не ощущала, что ты себя здесь иностранцем чувствуешь только в каких-то, знаете, языковых моментах, когда ты что-то не понимаешь, какая-то культурное различие, но в целом к тебе относятся как к полноценному гражданину, и вот нет такого вот ксенофобии какой-то вот этой темы, она здесь редко встречается. Да, я провел пару месяцев в Армении, и там в основном все, когда спрашивали, откуда ты приехал из России, все такие, классно, все правильно этот чувак делает. Я такой, понятно, типа, меня поддерживают, что я приехал из России, но не по тому поводу, чтобы мне понравилось. Потом я переехал в Грузию, и где-то 8 месяцев. И там все спрашивали, откуда ты приехал? Один раз меня выгнали при просмотре квартиры в Сабуртало, спросили, откуда ты приехал, а я сказал, из России. Они такие, дверь там. Я говорю, я гражданин Израиля. Они такие, дверь там, короче. После этого я стал говорить, что я приехал из Израиля. Это стало упрощать жизнь. Честно, прям был такой момент, что когда я куда-то приходил и говорил по-русски, люди чуть-чуть напрягались. Я подумал, что надо найти какую-то локацию, где бы я мог побольше лет провести, может быть, даже интегрироваться. Выбор пал на Аргентину. Достаточно далеко, нет никакого негатива к россиянам, получается. С израильским паспортом я без виз практически могу путешествовать. У меня 10-летняя американская виза еще не закончилась. Да, я мог поехать куда угодно, но я бы не мог никого вписать. То есть я бы не мог никому помочь, встать на ноги. Здесь, в Аргентине, я могу вписать 1000 людей, просто потому что это гигантская страна. Интересно, у тебя прям целая такая история под этим стоит. Здорово. Не разочаровался в своем выборе? Но я изучал, в том числе, то есть был какой-то период, когда я думал, где-то последние месяцы в Грузии, куда валить дальше. И я думал, куда мне бы хотелось. Я читал, смотрел рейтинги, смотрел всяких ребят, которые диджитал-номады много лет. То есть это был такой достаточно осознанный. Насчет разочаровался. Мне кажется, я очень похож на аргентинца. Не знаю, меня принимают за аргентинца. Есть ярмарка здесь русскоязычная «Аврора». Вот скоро будет. Да, мы принимаем периодически там участие. Есть такой прикол, что большая часть посетителей «Авроры» — это русские на самом деле. Так вот, когда я на ярмарке, и там типа есть 10% аргентинцев, которые приходят культуру чувствовать. Они очень любят, кстати, русскую культуру. И вот когда я хожу по ярмарке «Аврора» и подхожу к русским же продавцам, угадайте, как они со мной говорят. Оля, Да. а что насчет как идея делать бизнес в Аргентине? Потому что как бы здесь, скажем, экономические проблемы, весь мир наслышан об аргентинских экономических проблемах. Как пришла идея открыть бизнес в Аргентине? На самом деле, я давно, достаточное количество лет в спешлти-культуре, сначала просто как новичок. У меня дома в Самаре было несколько видов кофемолок, кофеварок. Я просто был сначала любителем и просто пробовал разный кофе. Я проходил курсы бариста просто потому, что мне было интересно, да. Где-то за год до начала войны я основал кофейный бренд спешлти кофе. Мы продавали кофе через Инстаграм. Это просто такая тема, как премиальные сорта кофе, более вкусные, не горькие, со всякими разными нотами. По сути, мы пытались сделать что-то вроде сервиса подбора кофе. Есть такой видос, самый удачный, который у меня был пока что. Он начинается с того, что самый вкусный кофе в своей жизни вы еще не пробовали. А получается, что там я рассказывал, как устроен мир кофе, и говорил, что если ты купишь одну пачку кофе, мы дадим маленькую, дадим другую попробовать, и таким образом ты будешь перебирать, и каждый раз мы тебе будем советовать следующий сорт кофе. Типа кофе Netflix. То есть если ты досмотрел сериал до конца, то тебе рекомендуется вот этот сериал. Очень оригинально. Это была классная идея, да, мы собрали с нуля за 8 месяцев 40 тысяч фолловеров в Инстаграме. Очень быстро мы росли в продаже.
продажах. Это удачный кейс удачно прибыльного бизнеса, один из моих. Потом случился февраль, Инстаграм заблокировали. В момент, вот, когда Инстаграм заблокировали, среди кофейных компаний по количеству подписчиков в России мы были вторыми после Starbucks. Офигеть. Сколько прошло времени с момента твоего приезда до открытия кофейни? Договор, мне кажется, мы подписали в августе или в сентябре, год назад примерно. Я думаю, что полноценное, вот то, что я считаю, открытие целиком, где-то 21 декабря. То есть скоро будет год. А если считать то, что мы в окошко продавали, то, наверное, ноябрь. У нас, получается, все наши соотечественники, с которыми поговорили, примерно год у них занимает от идеи до реализации бизнеса, и это прям супер скоренько, я бы сказала, очень быстро. С какими трудностями основными столкнулся здесь, когда начал? На самом деле, когда идешь вот по Палермо особенно, очень много кофеин разных. Все-таки огромная конкуренция. Как среди всего этого потока выделяться, и как вообще ты это переборол и вышел на какие-то клиенты и так далее? Мне кажется, хорошая идея открывать. Здесь очень дешевая аренда. Во многих странах, мне кажется, это норма стандарт. Тем более в каких-то гигантских столицах. У тебя будет стоить 30-метровая квартира в аренду на 5-м этаже, допустим, $500, то на первой линии на 1-м этаже магазинчик будет стоить 1000 или 1500. Здесь наоборот. Я думаю, возможно, из-за всех этих ситуаций с экономикой проблем люди меньше открывают бизнес. Есть какие-то локации просто пустые. Возможно, какие-то просто особенности самого рынка. То есть аргентинцы же гораздо дешевле снимают квартиры, чем экспаты. Экспаты, которые сюда приезжают, туристы, они не будут локаль открывать. Поэтому их присутствие двигает рынок недвижки жилой. Получается, что рынок коммерческий, такой очень своеобразный. Я слышал просто потрясающие кейсы с невероятными низкими ценами аренды просто. Мы стартовали где-то 30 метров на первой линии. Да, очень непроходная улица, не супер там между двух кофейн, но это было типа $100 в месяц. Сейчас уже подорожало, сейчас мы платим примерно 300 тысяч песо. И еще здесь очень низкие зарплаты. Есть работники, которые именно вот аргентинцы? Да, у меня почти все аргентинцы на данный момент, кроме одного бариста, он же и главный бариста. Самая главная первоначальная проблема — это арендовать помещение вообще. Я посмотрела, вы открываете все в 30 утра. Это достаточно для Аргентины рано. И работаете вы до 8 вечера. Сколько смен у вас? 2. Утренняя и вечерняя. Вообще аргентинцы любят работать часов по 6. Русские могут по 7, по 8, по 14. Аргентинцы так называют людей, типа, что ты работаешь как китаец. Хорошо, понятно. Тогда, в принципе, у тебя почти все аргентинцы работают. Это, скажем, неудобно, но, в принципе, не проблема. Очень тонкий момент. На самом деле здесь миллион подводных камней. Если почитать всякие судебные решения, все очень плохо на самом деле. Даже если ты платишь исправно, даже если ты платишь легально, у тебя будут риски несправедливого судебного преследования. Я считаю так, гораздо более важно найти адекватных людей. И чем вы принципиально отличаетесь от всех остальных кофеин? Что у вас такого крутого? Что бы ты выделил такое, что у вас такое классное? Первое — это то, что мы заморачиваемся о вкусе кофе. Это такая простая история, поскольку для россиян, где спешлти-культура супер развита, в Москве, в Питере и во многих городах-миллионников, спешлти кофейн, классных, прикольных, современных, может быть больше, там, чем каких-то сетевых кофебинов или старбаксов. То есть там, условно, скуратовых у нас было больше, чем кофебинов или старбаксов. Идеальный баланс — это когда горчинка уравновешивает кислинку. И тогда ты не чувствуешь ни горечи, ни кислотности, но появляется сладость. Если вы можете американо или эспрессо поймать, чтобы был сладковатый привкус без ничего больше, это баланс. Человек горит своим делом, как он об этом рассказывает просто. Еще про отличия. Когда аргентинцы к нам приходят и пробуют наш кофе, аргентинцы очень поддерживающие комьюнити. Самая такая популярная обратная связь от аргентинцев, они говорят, это лучший кофе в городе. Это, прикольно. Когда у нас приходят русские, они говорят по-другому. Они говорят, кофе как в Москве. У вас же еще, получается, есть русские десерты. Да. Мне нравится вот такой еще формат. Если изначально мой кофейный бизнес был про то, чтобы пробовать, перебирать в поиске лучшего и помогать людям пробовать и перебирать. И своим меню мы делаем точно так же. То есть мы что-то добавляем, мы даем людям попробовать и такие, купили еще раз, оставляем. Мне очень нравится сама идея постоянно добавлять что-то новое. То есть мы постоянно тестируем какие-то выпечки. Сейчас будем тестировать больше завтраков, больше всяких тортов. И мы очень много тестировали напитков на самом деле. Мы делали такой концепт. Мы делали маленькие бамблы бесплатно. И мы давали всем подряд попробовать. Доходило до такого абсурда, что мы находимся между двух кофейн. Одни уже 2 года существовали, другие может на полгода раньше нас. И это прям буквально в какие-то 10 метров от одной кофейни, 40 метров от другой. Чуваки, бариста, которые зарабатывают копейки, при всем уважении здесь, в Аргентине, мы дали бесплатно попробовать, всем давали. Мы не рассчитывали, что бариста с маленькой зарплатой будет у нас кофе покупать. Но ему понравилось, и он тратил у нас чаевые. Бариста приходит такой, хочу у вас кофе пить. Конечно, это такое похвала, скажем, от профессионалов, которые делают. Я спрашиваю про окупаемость. Как долго? Или вы в процессе окупаемости, или
все равно дело такое долгое. Тонкий момент. Я думаю, что кофейня прибыльная уже несколько месяцев. Не могу сказать, чтобы она окупилась. Я думаю, чтобы прибыльность была какая-то значимая, чтобы кофейня начала так быстро окупаться, нужно расширять еду все-таки. Я думаю, что нас хвалят за кофе, но именно, если посмотреть про средние чеки, то люди больше оставляют там на завтраках, на каких-то десертах. Супер, это очень интересно. Спасибо большое. Спасибо. Это очень интересная история. Ты так горишь вообще своей идеей, своим делом. Это так приятно сразу слушать и впитывать всю эту энергию. Круто. Реально. Спасибо. Спасибо огромное. Ну что, ребят, какое из мест вам понравилось больше? Веселый шумный бар, фьюжн кухня или спокойное тихое кафе? Напишите, пожалуйста, в комментариях, нам будет очень интересно. И, к слову, о других сферах. Это видео не вышло бы без своего любимого оператора Леси, который сняла эту прекрасную картинку, и там вышла отработал самые лучшие съемки новорожденных в Буэнос-Айресе. А также спасибо большое Юрис, который за очень короткие сроки организовал мне все оборудование под съемки. Все ссылки на них будут в описании. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Я вас очень люблю. Ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи в следующем видео.